Пропаганда – такая забавная штука, которая пытается научить игнорировать бревно в своем глазу и замечать, а зачастую и выдумывать соринку в чужом. Для белорусской пропаганды такое бревно – полная зависимость от российских нарративов. Зато и у нас, и в соседней стране государственная медиа и примкнувшие к ним провластные блогеры хором утверждают, как не самостоятельна Европа в принятии любых решений. Мол, Евросоюз зависит от США и шагу без их одобрения ступить не может. Американцы со времен Трампа разрушают Европу. Вместе с нашими партнерами, украинским 24 каналом, мы посмотрели, чем пропагандисты пытаются этот тезис подтвердить, и рассказываем, почему они лгут. Поблагодарите нас за эту работу лайком и подпиской, пожалуйста, если, конечно, для вас это безопасно. Формула Бжезинского загнала Европу в тупик. Евросоюз обвинили в бессилии из-за полной зависимости от США. Европа – колония США. Если вы впечатлительный человек, то лучше не читайте заголовки белорусских и российских провластных изданий. Можно ведь и поверить ненароком, на что пропаганда и рассчитывает. Мы полистали это все за вас. И для начала важная оговорка. Все подобные тексты, что буквами на экране, что словами из уст дикторов, объединяют стремление показать, что там все уже поняли и признали эту правду и пробуют сражаться. Авторы опусов стараются назвать имена как можно большего числа экспертов, и чем они западнее по происхождению, тем лучше. Эксперты эти обязательно должны анализировать какой-нибудь доклад, подготовленный организацией со сложно запоминаемой аббревиатурой в названии. Их выводы авторы должны почерпнуть из издания с как можно более западным названием, хотя достаточно даже, чтобы оно просто не было написано кириллицей. Очень желательно ссылаться хоть пару раз на европейских и американских дипломатов, политические силы из тех краев. А еще очень здорово, если текст будет перегружен не всегда понятными терминами и сложными многосоставными предложениями. Знаете, для чего все? Чтобы выглядело солидно. Да, в эпоху нейросетей и электромобилей для многих это до сих пор значительный фактор доверия. В самом деле, кто пойдет гуглить, что это все за люди, организации, медиа и так далее? Вот вам пример. СБ «Беларусь сегодня», это газета администрации Александра Лукашенко, разродилась текстом «Как США держат ЕС на поводке». Поводом стало расследование журналиста Сеймура Херша о взрыве северных потоков, который произошел в сентябре прошлого года. Мол, это все дело рук США. Сеймур Херш – известный журналист, Пулитцера в 1970-м получил, поэтому неудивительно, что пропаганда охотно взяла его версию на вооружение. Но вот только она была построена на данных единственного анонимного источника, да и другие расследования Херша много критиковали за недостоверность. К тому же в тексте про взрыв Северного потока есть ряд фактических несостыковок, но разве это волнует пропагандистов? В СБ пишут, что российский газопровод на самом деле взорвали Штаты и тем самым плюнули в лицо Европе, а та промолчала. Видимо, имеется в виду то, что без потоков Европа перед холодами останется без газа. Это был один из самых любимых нарративов пропаганды. Но правда в том, что Евросоюз был практически готов к зиме и без российского газа. Хранилища были заполнены на 88%. Главным поставщиком ресурса стала Норвегия. Дальше пропагандисты заявили, что порабощение Европы началось накачкой ее экономики американскими займами во время Первой мировой войны, чтобы та закупала у Штатов технику, пшеницу и так далее. А потом была Вторая мировая, на которой, по мнению автора, США заработала еще больше, а позже план Маршалла, программа по восстановлению Европы после войны. Задача, по версии пропагандистов, была не столько помочь союзникам, сколько сделать их удобными. Но они почему-то опускают момент, что уровень жизни населения повысился во всех странах, которые получили помощь по этой программе. А еще благодаря ей восстановился европейский средний класс, без которого невозможна политическая стабильность и устойчивое развитие. Конечно же, досталось в том тексте и НАТО. К этому военно-политическому блоку во второй половине 20 века охотно присоединялись европейские страны, и пропагандисты увидели в этом знак потери их военного суверенитета. Правда, что равное право голоса имеют в альянсе все его государства-участники, вне зависимости от размера экономики или армии, там ничего не сказали. НАТО считает ценностью свободу, демократию, права человека и главенство закона. Все то, что
что в современных Беларуси и России стало слишком уж опциональным. Более того, этот блок остается привлекательным. В 2023 в него вошла Финляндия. Сейчас в НАТО 31 страна. Формальный оппонент ОДКБ насчитывает лишь 6. В развитии темы «Война в Украине», поставки ей оружия, пишут пропагандисты СБ, вызывает справедливое возмущение рядовых налогоплательщиков в ЕС, а европейские лизоблюды, кажется, готовы прострелить себе что угодно, ввязаться в любую авантюру, лишь бы угодить своим хозяевам в Вашингтоне. В то же время в Европе, где, в отличие от Беларуси, существует независимая социология, абсолютное большинство жителей винит Россию в развязывании войны, негативно относится к ее президенту Владимиру Путину и надеется на победу Украины. Согласно летним опросам, 64% поддерживают финансирование и поставки оружия для Украины, и столько же одобрительно относятся к тому, что Украина стала кандидатом на вступление в Евросоюз. 88% поддерживают предоставление гуманитарной помощи пострадавшим от войны, и 86% одобряют приют в ЕС для украинцев, которые из-за происходящего уехали за границу. Никто не станет спорить, что война повлияла на уровень жизни и настроение жителей Евросоюза, но с причинно-следственными связями-то у большинства из них все в порядке. А вот еще какая интересная история. Смотрите, это «Парламентская газета», издание Российского федерального собрания. Она приводит комментарий директора Центра европейской информации Николая Топорнина о том, что внешняя политика Евросоюза зависит от штатов по двум причинам. Первое – искусственно навязанный страх перед Россией, будто в ЕС многие верят, что Россия захватит европейские страны, если США вдруг перестанут их поддерживать. Ну, страх не страх, а после постов Дмитрия Медведева в Телеграме хочется держаться от нее подальше. А вторая – боязнь Европы потерять американский рынок. США, пишет пропаганда, показывают, что за несогласием с их позицией последует немедленное наказание, санкции, штрафы, ущемление прав государств на мировых площадках и отлучение от американского рынка. Давайте на секунду представим, что это вдруг произошло. Доля штатов в импорте ЕС чуть более 18%, а экспорта 11%. Конечно, потерять американский рынок было бы не слишком приятно, но, как уже показала способность европейских стран переориентироваться в условиях куда более узкого газового рынка, это вряд ли стало бы смертельным ударом для Евросоюза.